Приветствуем всех! Волей случая вы попали на канал Питомника собак. Меня зовут Юлия. Мы с моей дочерью Кариной занимаемся разведением собак. Являемся владельцами питомника «Зените удачи». В этом видео мы хотим вам показать, как получить такие милые, красивые кадры, что им предшествует. А также к концу этого видео можно будет узнать, сколько же все-таки щенков родилось у нашей Кайзы, собака породы вельшкорги кардиган. Так проходит подготовка к родам. Активное участие тут принимает кот Лютик, он у нас главный акушер, он поддерживает Кайзу. Подготовка к родам собак выражается в том, что они периодически тяжело дышат, копают подстилку. В это время их родовые пути расширяются и готовятся к прохождению по ним щенков. Роды у нас проходят здесь, в этом помещении, потому что здесь теплый пол. И даже если суматохи щенок окажется на кафеле, ему будет все равно тепло, сухо, ничего с ним не случится. Вот. Ну, о самих родах вам расскажет Карина. Это наш бессменный и самый замечательный акушер. Ну, не только акушер, а лучший кинолог, профессионал. Это Кайза, вельшкорги. Да, Кайза, вельшкорги кардиган. Это ее вторые роды. Шумные ребята. Вот. Это потуги. Собака во время сваток тужится. У нас родилось уже 3 щенка. Первая была девочка триколор, второй мальчик триколор и тигровая с белым девочка третья. Рожает быстро, минут 20 между щенками. Нужно успевать принимать, обтирать. До сих пор немножко мокрые, но в принципе помещение теплое, так что ничего страшного, быстренько обсохнут. Вот пошла схватка. Собака немножко подтуживается, но это какие-то пустые потуги. Они короткие, значит, щенок еще не в родовых путях. В первый род у него было 9 щенков, 7 тигровых, 2 рыжих, а кобель был отец щенков первых тигровый. Здесь кобель триколор, поэтому ожидаем тигровых и триколор окраса. Возможно, будут флаффи, длинношерстные кардиганы, которые являются нестандартом, но у нас родители оба носители, поэтому могут быть длинношерстные щенки. Тебе не найти? Давай найдем что-нибудь в этих волосах, конечно. Что-нибудь найдем сейчас. Катя, где все твое добро? Вот оно. Чуть-чуть на бочок ляг. Человек. Пойдем вот к этому. И там ее вылизывает сразу. Очень хорошо. Мало. Принимает щеночков. Единственное, что из-за количества щенков первый раз. Кайза, гнездочку бери. Пришлось их докармливать, так как всем не хватало. Да и я тоже люблю поцелушки. Спасибо. Если что, мы находимся под столом, поэтому ей там понравилось, ей там удобно. В принципе, нам на кафеле удобно принимать, потому что можно будет набрать и уже переселить их в их место. Тужится. Вот, потужилась. Ну, пока тоже не особо длинные схватки. Потуги. Предположу, что еще не надо бежать. Искать там под хвостом щенка. Да? Старательно. Рожает хорошо. Щенки весом не
небольшого, не огромные, хорошего, поэтому проходит свой путь легко. У нас мальчишка 300. Исполнится 350, что-то спал 300, между 300 и 400 грамм. Самая маленькая девочка 265 и одна девочка 295. Тигровая, самая малышка пока. Мальчики очень активные, хорошо едят, не было никаких проблем, никто не задыхался, никто не захлебнулся. Тигровая сразу выпала, побежала есть. Пришлось ее вылавливать, чтобы вытереть, помочь с пуповиной. Ухаживает. Ухаживает. Папа на своей ногой ухаживает. Ну, тоже неплохо. Молодцы. Поэтому я думаю, что сейчас мы будем ловить очередного скрипаша. Вот наш мальчик. Вот она его вылизывает. Трюм. Мальчишка. У нас тигровый кобель. Вот, активный. Дышит хорошо. Подпала нет. Есть полосочки, на коне очевидно видны. Чистокровный. Проверяем сразу небо. Небо хорошее. Видишь, мама сразу за ним ухаживает. Не тяни, так делать не надо. Тянуть эту повешку не надо, она уже у нас обрезана. Так, время у нас 9:46 между последним щенком предпоследним прошло 25 минут. Девочка тигровая была в 9:20 и 9:45, можно сказать. Сейчас мы взвесим. 305 грамм мальчишка весит. Возвращаем его маме. Пускай он там его помоет, подсушит. 9:45. Кобель. Тигровый. Вес 305. Вот так вот у нас. Я ее перестелила, а она от меня сбежала. Все равно было все красиво, удобно, сухо. Так мы вытерли хвост, вытерли ляжку, все это в крови. Очень много воды впитывает у него, очень шерстяной хвост, очень богато одетые штаны, поэтому все это впитывается. К сожалению, удобства от этого мало и щенкам, и нам. Я видела, лошадям заматывают в самоклеющийся вот этот тут пластырь разноцветный, яркий, который используют в ветеринарии. Вот катетеры заматывают, знаете, такие вот они с рисуночками, либо просто. Вот. Я видела, что лошадям во что-то подобное заматывают хвосты во время родов. Штаны не замотаешь, но вот с хвостом идея мне нравится. Я думаю, что можно будет попробовать в следующий раз.
это все остается в шерсти, это все нужно постоянно вымывать, так как выделения идут еще долгое время после родов. И вот опять, и вот, в принципе, можно видеть, как потекла вода уже. Опять она впитывается в хвост. Смотрите, что у нас тут происходит. У нас потуги. Я думаю, что это не послед. Какая послед? Гораздо быстрее. Скорее всего, щенок. 5-й. Пошла схватка, вот видно было по животу. Напрягся. Ну, теперь она подтуживается. Живот еще большой. Несмотря на то, что 4 щенка уже родилось. Я думаю, что еще штуки 4 там есть точно. Продолжается. Так вот полез помогать сородичу выбраться. Тут что уже щенок вытерт. Получается, что он опять весь мокрый. Где? Тигруль, ты куда обратно пошел? Обратно дороги нет. Иди есть. Такие. Хорошие. Видно, как напрягается животное, прям таким встает. Если пощупать, он там внутри каменный. Собака тужится только во время схваток. В перерывах между схватками потуг нет. И если щенок плохо идет по родовым путям, вы ему помогаете немножко, если есть возможность схватиться за голову, либо за лапки, то ни в коем случае не рекомендуется тянуть щенка в перерывах. Нужно дождаться схватку и в итоге суки его подтягивать. Будет интересно, конечно, посмотреть, что там. Собросностью нашей дамы. К сожалению, у нас нет такой возможности. Вот если вот так вот загнуть. О, там. Забавно, конечно. Толкнуть немножко полотенцем, вытереть. Может, это все же заливается под нее. Вот у нее она лежала на этой стороне, вон очевидно. Соляшка мокрая. Потрогать, потому что процесс не из самых приятных. Ну, у нее щеночки, повторюсь, не огромные. Хорошие, выходят быстро, хорошо. Показывает никакого лишнего дискомфорта во время выхода щенков. Многие суки рожают в такой позе. Поэтому, видимо, почувствовала дискомфорт. Я думала, что хочет испражниться, но я походила, потужилась. Посмотрим. Что придумала. Ходит в присядочку. Освещения здесь недостаточно. Половину срезаем сантиметра 2-2,5 лучше тупыми рвущими ножницами, чтобы не было лишнего кровотечения. Натираем мосечку. Берем сухое полотенце и натираем ребятенка. Вот он уже подает голос. Немножко водички из носа. Небо чистое.
Ага. Время 10:50. Это у нас кабель. Кабель у нас триколор, если я не ошибаюсь. Да, вот это триколор. Сейчас мы его взвесим. Вот такой вот красавчик. Немножечко опускаем его вниз головой, потому что в дыхательных путях может быть жидкость. Она должна выйти, не даем давать сильные вдохи, пока она не выйдет, чтобы не загонялась в легкие. Вот 315 грамм. Мальчишка наш дышит ртом. Хвостик у нас без заломов. Они сразу какают. У нас кардиганы вообще не терпит у нас такого. Да, родились, сразу надо покакать. У нас хорошая мамка. Сразу все убирает. Есть некоторые дамы, которые мы этого не будем делать. К сожалению, такое случается. Ну, у нас скользит, без проблем. Все за шиночком убирает. Очень молодец. Дышит хорошо. Не хапает воздух ртом. Он дышит носом. Немножко еще его потру. Ох, вот это звуки хорошие. Чтобы был посуше маленько. Трем уверенно. Запускаем ему все. Вот. И отправляем искать пропитание. Вот у нас уже 5. Рождаются они все с розовыми носиками. Если приглядеться, можно увидеть большие затемнения на носу. Начинает вырабатываться пигмент, покрывающий наши носопырки, а затем губы. Немножечко, то еще скажи, я вздыхаю. Полинки буквально на 2-3 день отваливаются, очень быстро они отсыхают, не перевязывать ничего не надо. Главное не коротко их отрезать, не давать сильно дергать соки, потому что если оставить очень длинную, она будет пытаться ее достричь, догрызть. Это слишком короткая, это чревато кровотечением. Примерно все это может приятно выглядеть. Вот это все стекает. Все будем убирать, отжимать. Так, потому что надо аккуратнее ходить. Нажала на кудряшки. Что сейчас? У нас вышел посвет от последнего щенка. Казалось, не очень еду. Смотрим. Решилась не спускать кушать, потому что это естественный окситоцин. Он помогает матке сокращаться, поможет и в родах, и после родов. Матка пришла в спокойное состояние. Не аппетитно, но ей нравится. Хотя, во-первых, она отказывалась, но ее в начале родов, видно из-за размеров живота, во время схваток тошнило. Но поэтому не есть, не пить. Немножко она попила, и по схватке ее немножечко подташнило. Поэтому она отказывалась от первых последов. Сейчас все хорошо. У нее животик спал. Там еще у нас кто-то есть. Да, но уже не так много. Вот такая мокрость. И ушла куда-то наша мокрость. У нас есть минутка. Попить пошла. Минутка, сейчас мы это все
это все не розовые пледики. Это тряпки. Это подтирание. Это утекание. Да, сейчас мы их переложим с кафеля на тряпочку. Так ушли заметенницы. Ну, конечно, вопрос шикарный. Просто это все. Так, она вернулась. Немножко подожмем ей ее шерсть. И можно придвинуть немножко, вот менять эту тряпочку. Тряпочка такая, она мягенькая, плотненькая. Но она уже тоже недостаточно сухая. Скоро щенкам на ней будет некомфортно. Так, это мокрость тоже совсем. Тоже подталкивать его. Складочки длинные. Не сводочки буду я. Немножко подталкивает. Это лапка. Если успели заметить, лапка. Освещение, конечно, не такое себе. Ну не лапка, это был язычок. Вот такой мордуль. Вот добрый вечер. Так. Такая у нас красота. Послед остался там, я говорю, не сразу какают дети у нас. Так, время у нас 11:15. Прошел час между щенками. Это у нас девочка. Вот такая девочка у нас. Не ясного окраса. Я не вижу бока, но не вижу волос. Интересно. Интересно. Прям чуть-чуть. Прям вот если присмотреться, чуть-чуть видны. А так ни щечек, ничего. Я подумала, что она тигровая, но потому что не увидела подпала. Ну, как выяснилось, что она не тигровая. Так. Будем взвешиваться. Или не идем, как решат наши весы. Она не крупная, 285 грамм. Проверяем сразу небо. Значит, все нормально. Хвостик без заломов. Ну и все какой. Кайза, Кайза. Да, вот у нее такой еле-еле вот золотинка на щечках проскакивает. Так, у нас там уже прям потуги-потуги. Вуаль. Ой, там опять здрасте. Это попа. Видите, пяточки идут. Кто-то двигается к нам попой. Оп, 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 оп. Сейчас. Сфокусировался. Так, это у нас кто-то опять. Триколор. Кабель триколор номер 3. Что это за желтое пятно на голове? Просто жесть. Ну, весь каких-то желтых. Ну, так получилось. Такой здесь на локтях. Это не окрас, это просто какая-то грязь. Ну вот, блин, вроде вода чистая, не знаю. Какает там, какает. Так, время у нас 11:30. 15 минут
Между щенками прошло последнее. Кричать. Щенок кричит? Да, должен покричать. Проверяем небушка, хвосточек. Козюля, сейчас супик будет, зайка. Попки. Вот такой у нас пятнистый парень. Сейчас мы его взвесим. Вот. Кобель весит 315 грамм. Это 7-й щенок. Вот он у нас с желтыми неизвестными пятнышками. Такой нарядный парень. Такое белое. Такие красавцы тут лежат. Тряпочкой. Начала вылизываться. Звезда. Попадь немножечко. Да, не стимулирует себя. Роды копаниями. Бывает, грызут под стельку. Мы не используем одноразовые пеленки. Они тут же разрываются. Если на маленьких породах это еще удобно, а на больших вот нам неудобно. Нам удобнее полотенце, ветошь всякая. Спасибо, забросила меня. Старое постельное белье, что-нибудь такое большое, хорошо впитывающее. Пеленочки одноразовые не очень здесь. Пошла ухаживать за детенышем. Когда схватки, они начинают активно облизывать все. Где-то по себя. Слабки. Топик кто-то ползет к нам. Хвостичек. Лапоньки. Триколор, по-моему, очередной. Козельчик, подожди немножко, потом мешаешь. Очень. Это у нас чисто кобель. Еще один кобель триколор. Просто в порядке, небо чистое. Это мордатый. Ой, мне не нравится, как я иду. Ой, мне нравится. Так, это 8-й щенок. Сейчас заезд по след. Время у них 13-15. Последний был в 11:30. Получается почти 2 часа сейчас. Да? Да. Сейчас получается. Не ошибаюсь. Вот такой мальчишка вот подпал, видим. Козюля, не раздавите там, пожалуйста. Это, конечно, покапать надо сразу. Сейчас мы взвесим. Уже заляпано. 3:30. Счастливая мамочка, ты мой сладкий, ты моя красавица. Ну и подведем итог. Всего у нас родилось 8 щенков. 2 из них тигровые с белым. Это пацан, девчонка. И остальные 6 триколорные. Из них 2 девочки. Ну и остальные 4 мальчика. Такой расклад. Щенки рождались быстро. Просто идеальные роды Кайза нам сегодня показала в очередной раз, во второй раз. Рожает легко, интервал между рождением щенков небольшой. Слава богу, все прошло хорошо. Спасибо за просмотр.